Всем привет, с вами снова MaxDay7, и на этот раз у нас сразу две новости. Первая — это, конечно же, китайский Новый год, или как его еще называют, лунный, Lunar New Year. Вторая — это крафтинг рейс, следовательно, гонка крафта. Да? Давайте поговорим сразу о втором, так как это нечто новое и достаточно интересное. Итак, что же из себя представляет крафтинг рейс? Это гонка крафта, в которой нам дают на выбор скрафтить в еженедельном крафте 3 майнера. Они абсолютно одинаковые, имеют абсолютно одинаковую мощность, проценты, время крафта и, собственно, сам крафт. Что забавно, крафтятся они непосредственно из вентиляторов, то есть золотых, следовательно, легендари, фиолетовых, эпик и редких, синеньких, только из вентиляторов. И, соответственно, чем больше кто-то скрафтит один или другой майнер, я говорю не лично про вас, то есть вам не нужно крафтить его несколько раз, а я говорю про все комьюнити роллеркоина. То есть это некая влияние комьюнити на игру, чего я, если честно, не помню уже очень давно. То есть только выход маркета давал какое-то влияние, и то там все-таки влияли сильно разработчики. Здесь же нам говорят, что чем больше вы скрафтите одного или того или другого условно майнера, да, вы получите разные награды. Итак, у нас есть три команды: Team Tryhard Miners, Team 2, соответственно, Wells United, и Team 3 Rex Enjoyer. Следовательно, если больше всего игроки скрафтят именно Hokusai, мы получим плюс 100% RST майнинга и минус 20% биткоин майнинга. Если же выиграет вторая команда, Sunset City, вот Team 2, мы получим скидку на покупку RLT в биткоине 30%, но также получим минус 30% додж майнинга. И если победит третья команда, мы получим один дополнительный стеллаж, который называется Wonder X8 в магазин. Следовательно, его будет неограниченное количество, и его можно будет купить в любой момент. Но также мы получим минус 25% майнинга RST. Вот и все, в принципе, событие, связанное с гонкой. Я считаю, это все-таки достаточно хороший ход от разработчиков, чтобы показать, что мы что-то пытаемся сделать, мы что-то пытаемся придумывать, а вот пока что вы можете сами решить, как вы хотите повлиять на дальнейшее будущее там роллеркоина, хотя здесь не сказано, насколько это. Может быть, это на неделю, может быть, это будет на месяц, а может быть, я просто не дочитал, и они где-то это говорят. Но сам крафт пройдет, соответственно, с 23 до 30. И второе, зачем все мы здесь собрались, это, соответственно, Lunar New Year Event. Это у нас ивент, посвященный китайскому Новому году. Он у нас не отличается практически ничем от того, который был в прошлый раз, и практически ничем от того, который был в позапрошлый раз, хотя все-таки сумма x10 у нас уже увеличилась. Теперь для того, чтобы получить x10, нам требуется 90 RLT. Купить за криптовалюту. Впрочем, как и в прошлый раз. Следовательно, что же мы делаем здесь? Мы делаем стандартные подсчеты. Если вы игрок free-to-play, и вы будете играть по определенной стратегии, играя 2 часа утром, 2 часа вечером, вы сможете за каждую игру получать по 500 очков. Абсолютно за каждую. В день вы будете играть 198 игр. Следовательно, это умножаем на 500 очков, получаем, что в день реально вполне себе получить 99 тысяч очков. И если учесть то, что ивент длится там 14-13 дней, но вам потребуется один подготовочный день, то есть посчитаем, допустим, 13 дней вы смогли играть по такой стратегии. Вот это ваш максимум. Для тех, кто этой стратегией пользуется уже не первый раз, это может быть и 14 дней, но это все еще будет в районе там 1300 с чем-то. И смотрим по таблице, соответственно, до чего вы сможете добраться. Если вы будете играть, как я уже и сказал, всего 13 дней или меньше, вы спокойно возьмете 1200. Если же вы будете играть чуть дольше, то, пожалуйста, вы можете получить уже 19 уровень и получить майнер на 100. Следовательно, на free-to-play вполне себе реально взять майнер за 100, 4 RLT, майнер за 20,05, 4 RLT еще раз, майнер за 40 и 1%, 2,5 RLT, и тут по мелочи. Также еще стоечку, еще немножечко RLT и еще немножечко опыта ивент пасса с бустами.
Если же вы будете еще параллельно использовать маркет, то есть вы будете как-то пытаться торговать, может быть в плюс или в минус себе проходить, то вы можете получить и больше. Знаю людей, которые прошлые ивенты непосредственно своими силами, сидя постоянно на маркете, закрывали просто практически с минимальными потерями. То есть там потери минус то, что вы заработали, и в принципе выходили в ноль, при этом получали майнера. Но это достаточно сложно, требует в принципе достаточно больших знаний того, как все-таки пользоваться маркетом, и не уверен, что каждый сможет. Но тем не менее можете попытаться. И, следовательно, для тех, кто донатит, здесь все в разы проще. Вам нужно будет, соответственно, совершить покупок на определенную сумму. Да? То есть, если вы делаете x10, у вас получается за каждый ваш потраченный РЛТ будет начисляться 10 тысяч очков. Здесь математика достаточно несложная. Если мы у 4 миллионов, соответственно, поделим на 10 тысяч очков, мы у нас получаем 400 РЛТ. Это то, сколько вам нужно потратить. Также помните, что маркет тоже идет в зачет, и вы можете продать на маркете какой-то майнер и купить его назад, тем самым заплатив роллеркоину 5% комиссии, но при этом вы получите очки за это. Я, допустим, как вы видите, уже полностью закрыл ивент, и в принципе это, не было для меня сложно. Но опять же, я донатил, вру. Я не донатил по той причине, что в прошлый раз я не успел закрыть ивент, и у меня еще остались средства непосредственно с прошлого раза, поэтому донатить заново мне не пришлось. Теперь же давайте посчитаем, что этот ивент нам даст. В общей сложности он нам дает, соответственно, 10, 12, 4, 22 плюс 4. У нас выходит 26 РЛТ, далее 2,5, что-нибудь такое 0,25, 0,75, это вот у нас доллар, там 3,5 и, допустим, здесь 1, 4,75 и там какие-то еще мелочи. Ну, в общем, в среднем он где-то 30 РЛТ нам дает. Может, там чуть меньше, но не суть важно. 30 РЛТ. Если учесть то, что при покупке на 400 РЛТ, да, то есть вы должны купить всех каких-то вещей на 400 РЛТ, следовательно, вы по-любому заплатите комиссию роллеркоина 5%. 5% это 20 РЛТ. И если вы будете таким образом на маркете покупать и продавать майнеры под бустом X10, вы на комиссию потратите 20, а получите 30, что уже выгодно. Теперь же давайте посмотрим, что мы получим по мощности. А здесь все неоднозначно, потому что у нас есть за 339, да, то есть 339 самый последний майнер, но у него 0%. Дальше у нас идет, соответственно, плюс 20, плюс 100, но тоже на 0%. Далее у нас опять идет плюс 20, потом идет плюс 40, и это все с процентами, но у многих эти майнера уже есть. Если у вас нету, то вам, конечно, это будет в разы приятнее. Плюс 13, и, как видите, майнеры на этом у нас закончились. То есть 530, ну, здесь еще 2,3, но это сюда даже писать неохота, если честно. Поэтому на этом майнера непосредственно у нас закончились. Но нам дают стойки. И вот со стойками все очень неоднозначно. Объясню почему. Потому что те, у кого уже есть мощность, для них это действительно хороший буст. Но для тех, у кого нет мощности, гораздо важнее было бы им получить не, соответственно, стойки, а как раз-таки майнера, потому что стойка работает только если у тебя уже есть какие-то майнера. Для меня, допустим, это, да, действительно круто, потому что вот можно посмотреть, даже при том, что у меня не очень высокое место, не очень много мощности, вы можете посмотреть, что, допустим, вот одна эта стойка на 5%, да, она дополнительно приносит мне, даже вот можем посчитать, плюс 66623, да, то есть 66623 с одного майнера. Со второго она приносит мне условно плюс 54 тысячи. Плюс 54 тысячи. И там еще где-то по 27, 28, 27 500. 27 500. И, соответственно, плюс с майнер-зилы 28 620. Плюс 28 620. Итого у меня получается, что к той мощности, которую мы изначально посчитали, то есть она там была 520 условно с чем-то в самом начале, да,
когда я считал все майнера, я добавляю еще 177, чисто получив одну эту стойку. Но у вас таких майнеров, скорее всего, что не будет. А вот наоборот, у топов у некоторых есть майнера, которые дают и условно 10, и 20 pH, и там вы уже должны понимать, да, то есть если мы рассматриваем 20 pH, то здесь уже не идет ни в какое сравнение с одним майнером, потому что 20 pH это всем известно 20 миллионов, и соответственно умножить это на 0.05, он получает как минимум 1 pH просто дополнительно. То есть pH 1 получается дополнительно за стойку. В общем, так у нас обстоят дела. По наградам РСТ непосредственно здесь вообще, насколько я вижу, нету. То есть все награды РСТ были заменены именно РЛТшками. И такой ивент. Такой ивент. Вот, соответственно, у нас майнера. Эту табличку я оставлю и в комментариях, и в закрепленном комментарии, и в описании. Захотите ее, соответственно, смотрите. Спасибо вот этому вот человеку. Пьера за год. Всем спасибо за просмотр. С вами был MaxDays7. Играйте в Rollercoin, пытайтесь развиваться, но помните, что это в первую очередь коллекционка, а во вторую очередь заработок. Всем пока.